качестве оправдания военной агрессии против Украины российская пропаганда сейчас использует тезис «Где вы были последние 8 лет, когда бомбили Донецк?» Где вы были все эти 8 лет, когда началась война? 8 мучительных лет Донбасс стирали с лица земли. Таким образом, россияне утверждают, что Украина все последние 8 лет якобы подвергала Донецк брутальным обстрелам, издевалась как могла. И в этих условиях у России просто не было другого выхода, кроме как начать вторжение и все это прекратить. Очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. Война на Донбассе действительно идет уже 8 лет. И это большая трагедия. Но есть два важных факта, о которых российская пропаганда никогда не говорит. Факт первый состоит в том, что в 2014 году, как и в 2022, война началась в результате вторжения из России. А если говорить конкретнее, в результате захвата Славянска российскими боевиками под командованием офицера ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина, а также полевого командира Арсения Павлова по кличке Моторола, которые пришли на территорию Украины с конкретной целью разжечь войну, разжечь кровопролитие. И в итоге с этой задачей справились. 8 лет российская пропаганда лгала, что в Украине какой-то внутренний конфликт, гражданская война. Но все нормальные люди, конечно же, понимали цену этой лжи. И все понимали, что происходит на самом деле. Напомню, что, например, я целую книгу написал о том, как начиналась эта война. Книга называется «Як Украина втрачала Донбасс». Здесь подробно описаны события 2014 года, кто их начинал, кто какую роль играл. Заказать эту книжку можно по ссылке в описании к этому видео. Ее доставит Новая почта во все подконтрольные Украине города и регионы. Ну а если у кого-то и были сомнения по поводу того, внутренний конфликт или не внутренний, то сам Владимир Путин развеял их 24 февраля нынешнего года, когда Россия начала уже открытую агрессию и перестала прятаться за спинами всяких народных республик и так далее. Второй важный факт, который никогда не упоминает российская пропаганда, состоит в том, что на самом деле Украина никогда Донбасс всерьез не обстреливала. Действительно, в 2014 году, в 2015, когда шли активные боевые действия, ни один город на Донбассе не был разрушен. Не было и 10-й части тех разрушений, которые мы наблюдаем сегодня, когда всего за несколько месяцев просто стирают с лица земли Мариуполь, Волноваху или Рубежное. В 2014 году украинская армия уже освобождала от боевиков и Северодонецк, и Мариуполь, и Рубежное, и Попасное. Но все эти города были практически целы, если не считать каких-то отдельных домов. Там были очень точечные разрушения, но в целом инфраструктура не страдала, города были целы. А если говорить про Донецк, то за все эти 8 лет были действительно разрушены и серьезно подвергались обстрелам всего лишь несколько улиц. При этом центр Донецка абсолютно не пострадал. Достаточно просто посмотреть, как выглядит центр Харькова после 3 месяцев обстрелов со стороны России и сравнить это с тем, как выглядит центр Донецка после 8 лет войны. И разница будет очевидной. Причем сейчас это стали признавать даже сами россияне. Вот после вторжения России в Украину, я имею в виду полномасштабного вторжения 24 февраля, боевые действия на Донбассе резко обострились, и в Донецк действительно стало прилетать. Стало прилетать впервые за последние 8 лет действительно по-настоящему. Так вот, сейчас сами боевики признают, что такого не было раньше. Не было прилетов, никто не обстреливал Донецк. Ну, например, вот известный полевой командир Ахра Авицба, это наемник из Абхазии по кличке Абхаз, который воюет на Донбассе еще с 2014 года, на днях давал интервью, и он так и говорит прямо, что не обстреливали Донецк раньше, а только 1,5 недели обстреливают Донецк. Донецк они бомбят 1,5 недели. Ты какие-то изменения в Донецке видишь? Стало менее красиво, менее людно. В общем, Украина так страшно бомбит Донецк, что в его жизни не произошло практически никаких изменений, по свидетельствам самих же боевиков. Ну а 8 лет как-то резко ужались до 1,5 недели.
А вот уже что пишет другой российский оккупант Александр Жучковский из Петербурга, который тоже воюет еще с 2014 года, начинал он в Славянске. Люди недоумевают по поводу того, что даже в 2014 Донецк не подвергался таким кошмарным артналетам, как в 2022. Ну и дальше там бла-бла-бла. И в общем опять выходит, что до российского вторжения на самом деле Донецк спокойно жил, а настоящий кошмар начался только сейчас, когда Путин решил помогать в кавычках Донбассу. И в этом и заключается правда. Украина действительно всегда относилась к Донбассу как к своей территории, к своему региону. Поэтому берегла и города, и население. И не было в 2014 году таких кошмарных жертв и разрушений. А вот после полномасштабного вторжения России начался настоящий кошмар. И за 3 месяца погибших уже десятки тысяч. Это больше, чем за предыдущие 8 лет. Вот это есть правда. Это факт. Это голая статистика. И эта статистика подтверждает, что никакого спасения Донбасса нет. А есть действительно уничтожение. Именно Россия сейчас уничтожает Донбасс. А вовсе не Украина это делает. И вот эту правду надо доносить до как можно более широкой аудитории, чтобы это знали все. Нам не надо врать, нам не надо ничего придумывать. Просто достаточно показывать голые цифры. Просто бесстрастную статистику. Поделитесь этим видео, друзья, и обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.